Семья Васильевых завтракала на уютной кухне. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, заливая комнату мягким светом. Мария, молодая мама с светлыми волосами, суетилась вокруг стола, собирая вещи для предстоящей поездки. Рядом сидел Алексей, ее муж, который, похоже, уже был в мыслях на работе. Николай, их пятиклассник, с энтузиазмом обсуждал предстоящую командировку родителей. Бабушка Алена Ильинична, человек с доброй улыбкой и заботливым сердцем, наблюдала за всем, тихо подмигивая внучке. «Мы успеваем?» – спросила Мария, вслух переживая за животных, которых они оставили дома. Она покосилась на часы. «Все будет хорошо», – ответил Алексей, но его голос выдал беспокойство. «Ты же оставила им еду и воду?» Мария вздохнула. Она не могла отделаться от тревожных мыслей о своих питомцах. Джиге, их большом и преданном псе, и двух котах, Винни и Севиль. Она знала, что Джига останется у соседей, но не могла представить, как жить без домашних любимцев целых 4 дня. «Я так переживаю за Севиль», – призналась Мария. «Соседка никогда его не была, а Винни и Севиль, они такие разные». Алена Ильинична, поднимая чашку с чаем, заметила настороженное выражение на лице внучки. «Не переживай, я каждый день буду проверять котиков», – сказала она ободряюще. «Винни у нас спокойный, а вот Севиль, она больше переживает». Мария проводила взглядом за Севиль, которая с тревожным выражением прильнула к ее ногам. Кошка явно чувствовала, что что-то не так. Ее зеленые глаза полны тоски и ожидания. Семья совсем не замечала, как шло время. Они собирали вещи, обсуждая детали поездки. Джига весело лаял, а Винни, лениво развалившись на диване, совершенно не торопился подниматься. Севиль же, напротив, не сводила глаз с Марии. Ее взгляд был полон тревоги. «Все будет в порядке», – говорила Мария, поглаживая Севиль по спине. «Через 4 дня мы вернемся, обещаю». Севиль мяукнула в ответ, как будто не верила ей. На кухне было уже почти готово все необходимое. Упаковки корма, вода в мисках. Мария старалась успокоить себя и гуляющих котов. Когда пришло время собираться, такие моменты всегда были полны ожидания и тревоги. Мария и Алексей были загружены вещами, в то время как Николай собирался в последний раз проверить свои игрушки. «Севиль, иди сюда», – звала ее Мария. Но кошка словно игнорировала ее, прижимая голову к стене. «У нее, видно, плохое предчувствие», – заметил Николай, когда увидел беспокойство Севиль. Мария снова подошла к Севиль и попыталась успокоить ее. Но сердце ее тоже сжималось от мысли о том, что они оставили своих любимцев одних. Семья вышла на улицу и села в такси. Мария обернулась, глядя на окно квартиры, где Севиль, словно хрупкая тень, смотрела на них. Такси медленно уехало, оставляя Севиль одну в мрачной тишине. Дом погрузился в непривычную тишину. Миски с кормом почти нетронутые, а вода в поилках отражала лишь пыльное свечение. Винни, устроившись на диване, удовлетворенно спал. Его рыжая шерсть лоснится и грудь равномерно поднималась. А в укромном уголке за диваном пряталась Севиль. Ее присутствие выдавал лишь слабый шорох. Алена Ильинична вернулась домой с пакетами, полными свежих покупок. Она позвала Винни и Севиль, но откликнулся лишь ленивый рыжий кот. Винни, лениво потираясь об ее ноги, был явно рад ее приходу. «Где твоя сестричка?» – спросила Алена, осматривая диванный угол, где еще недавно была Севиль. Она подошла к кухне и проверила миски. Корм почти не был сдвинут, и решение было очевидным. Севиль просто затаилась. Алена Ильинична позвонила Марии, чтобы сообщить о состоянии котов. Мария с тревогой в голосе начала расспрашивать о Севиль. Алена ее успокоила, уверив, что все будет в порядке. «Если что-то изменится, я сразу вам позвоню», – пообещала она, не подозревая, что Севиль остается под ужасной тенью одиночества. После разговора Алена оставила дом и снова погрузила Севиль в тишину. Кошка продолжала следить за ней из своего укрытия, ее тело было напряженным. Тишина снова окутала квартиру. Севиль оставалась в укрытии. Ее дыхание едва слышно, а сердце сильно колотилось. Она ждала возвращения Марии, ее глаза следили за тенью в гостиной. Запах Алены казался ей чужим, и воспоминания о Марии становились все более сладострастными. Когда ночь опустилась на квартиру, свет уличных фонарей пробивался сквозь шторы. Винни проснулся и начал хрустеть кормом, чувствуя себя хозяином этого места. Севиль, однако, ждала, когда квартира погрузится в темноту, чтобы выбраться из укрытия. Севиль осторожно кралась вдоль стены, ее глаза светились в темноте.
Она остановилась у миски, нюхая корм, но его запах казался ей чужим. Еда не имела смысла без присутствия Марии. Подойдя к двери, через которую ушли хозяева, Севель пыталась уловить их запах. Дверь пахла металлом и пылью, и когда она мяукнула, никто не ответил. Вернувшись в свой угол за диваном, она свернулась клубком и вновь ждала возвращения своих любимых. На второй день Винни наслаждался покоем, ловя солнечные лучи, а дом находился в гнетущей тишине. Миски были полны, а вода в поилках сверкала, но Севиль так и не вышла. Ее маленький мир сузился до узкого пространства за диваном. Алена Ильинична снова пришла с сумкой, полной свежих запахов, и вновь она не искала Севиль. Винни встречал ее с удовольствием, позволяя гладить себя, но в этом безмолвии, которое казалось искушением, Севиль продолжала оставаться в своей укромной норе. Винни, не думая о Севиль, возвращался к привычной жизни. Солнце, миска и присутствие Алены Ильиничны. Он засыпал на коленях бабушки, чувствуя ее тепло. Время продолжало течь, а Севиль все еще пряталась. Ее мир стал слишком мал. Севиль оставалась за диваном, где ее тело теряло силу. Каждый шум – это ложная надежда на возвращение хозяев. Со всего мира появились лишь звуки Винни, но они казались Севиль далекими и чуждыми. В эти моменты она искала ободрения в своих воспоминаниях о Марии, но их было недостаточно, чтобы вытащить ее из тьмы. На третий день пришла еще одна тьма. Алена Ильинична снова пришла, но ни разу не обратила внимания на Севиль. Игрушки-кошки разбросаны по гостиной, но она не заметила их. Севиль тихо мяукала, а ее глаза потускнели от тоски. Севиль медленно подошла к окну, надеясь поймать звук мотора или знакомый душистый запах Марии. За окном царила только ночь. Она мяукнула громче, выплескивая свою тоску, но отзыва не последовало. Винни иногда подходил к ней, но его компания была отвергнута. Севиль чувствовала себя одинокой. Рассвет на четвертый день был тяжелым. Небо затянуло тучами, а квартира оказалась полна гнетущей тишины. Миски стояли как забытые реликвии, а вода в поилках пришла в негодность. Севиль хотела лишь одного – чтобы дверь открылась, а знакомый голос позвал ее по имени. Винни спал на кресле, его теплый, задыхающийся нос создавал иллюзию спокойствия. Но Севиль в тоске оставалась за диваном, ее мир сужался до узкого круга, где царило лишь одиночество. Севиль пряталась в углу, где свет не проникает, а воздух казался чужим. Ее дыхание еле слышно, уши едва подрагивают. Воспоминания о Марии становились лишь туманным светом в ее сознании. Она мучила себя неизвестностью. Каждый звук в доме был тоскливым напоминанием о том, чего не хватает. На вечер ее дежурства Алена Ильинична приходила с любопытством вокруг, но не искала Севиль. Она заметила почти полную миску, но не догадывалась о тоске, в которой жила кошка. Наконец, в назначенный день Мария вернулась домой. Ее встречал знакомый запах, и она почувствовала тепло и комфорт своего места. Винни радостно пришел к ней, мурлыкая и потираясь о ноги. Но когда стоило оглядеться, она поняла, что в доме была пустота и беспорядок. Слыша слабое мяуканье из-за дивана, Мария быстро подошла туда. Она нашла Севиль, свернувшуюся в клубок, ее шерсть была слипшейся, а ребра начали проступать сквозь поверхность. Севиль потянулась к Марии, словно искала ее тепло. Кошачьи лапки касались руки, она сжалась еще ближе, когда Мария прижала ее к груди. В квартире все оживало. Николай прибежал с водой, Алексей открыл окно. Слезы потекли по щекам Марии, когда она прижимала Севиль, и ее тоска начала постепенно таять. В такие моменты тепло Севиль наполняло ее ладони, возвращая спокойствие. Винни смотрел на них с ленивым любопытством, словно чувствовал, что жизнь возвращалась. Севиль плакала, ее мир начал восстанавливаться. В объятиях Марии она чувствовала безопасность и любовь. Алексей и Николай, наблюдая за этой сценой, испытывали вину за то, что оставили свою кошку одну. «Ты прости меня», – шептала Мария. Ее голос дрожал от эмоций. Севиль прижималась к ней. Ее мурлыканье смешивалось с тихими мяуканьями. Николай заметил, что Севиль почти не ела за время их отсутствия, и его лицо потемнело от грусти. Севиль стала частью жизни Марии, ее верной тенью. Жаркие слезы вместе с объятиями обнажили долгожданное возвращение. Мария убедила себя, что больше не оставит любимицу одну. Ночь окутала квартиру, но в ней уже ощущалась другая атмосфера. Севиль спала, прижавшись к Марии, а Николай принес одеяло, и Алексей заваривал чай.
Все они собрались рядом, чувствовали облегчение и радость от совместного возвращения. Ночь опустилась на квартиру. Севель уютно прижалась к Марии, а Алексей с облегчением улыбнулся. Николай проявлял нежность. Это было то самое тепло, которое она искала все это время. Теперь снова был дом, полный звуков и тепла, где вместо одиночества царили радость и любовь. Со временем тоска постепенно отступила, а Севиль снова вернула свой мир. В конце концов, разлука стала лишь частицей их общего пути, добавившего только нежности и крепости в их связи.